Приветики всем, я Надейка и новый джемпер из замечательных ниток Lotus или Накаш. Этот джемпер из вискозы, немножко с кашемиром, и я его назвала тельняшка. Хотя, конечно, это обычный свитер в полосочку, вот, но преимущество этого свитера в том, что и этих ниток, особенно вот этого лотоса, из-за того, что здесь 90% вискозы, 10 кашемира, в 50 граммах 135 метров, он очень мягкий, очень нежный, и мне кажется, он такой универсальный с точки зрения сезонности. Я добавила ниточку с кашемиром льном Линокаш, она у меня просто оставалась. Но вот из этой коллекции Lotus есть светлые нитки в коллекции. Вы можете просто в магазине купить Lotus, потому что вот этот Линокаш, который с шелком, льном и кашемиром, он просто подходил мне по, ну, как бы и по цвету, и он у меня просто был уже, но, по-моему, его уже нет в продаже. Но ниточка, суть у нее такая же, получается, что у этого лотоса ниточка накрученная в такой жгутик, поэтому вяжите очень аккуратно, потому что если вы проткнете острыми спицами жгутик, то, ну, вытягивается ниточка. Вот, будьте осторожны, вяжите на более тупых спицах с тупым кончиком. Девочки, вы получите вот такую схему. Она будет под видео, скачивайте, где будут и габаритные размеры, где будет рисунок, как я вязала, да, там все размеры будут даны, потому что само изделие у меня 430 грамм, ну, по весу получилось. И спицы я вязала на 2,75, но я рекомендую вязать на тройке. Вот этот сам раппорт, где мы 4 ряда вяжем из светлых ниток и 11 рядов мы вяжем из темных ниток. Но опять-таки вы можете поменять и сделать наоборот, на светлом цвете темные полоски. Вот, потому что на самом деле вообще-то тельняшка настоящая, она на светлом, на белом синие полоски. Но как бы мне понравилось именно такое сочетание. Есть общие габаритные размеры. Вот он у меня, само изделие 60 сантиметров, и по рукаву у меня от горловины 65. Я небольшого роста, я ношу, ну, у меня 1,60 м, и я ношу эсочку, то есть у меня 90 по бедрам, поэтому если вам этот размер маловат, то есть это где-то получается и в изделии там где-то 44, 45, 42, 44 сантиметра приблизительно половина изделия. То есть это 88, где-то так. У меня как бы по низу оно в обтяжку было. Так, это изделие мы вяжем по кругу и начинаем сверху вязать. Я даю, как вязать росток, то есть у вас будет вторая еще схема, когда вы набираете 120 петель, и вам обязательно надо разделить на равные части наперед, на спинку и на рукава, и для того, чтобы начать вязать реглан. Вы начинаете с маленького такого, ну вот 8 петель такого начала, который это как, не знаю, так горловина, можете резиночку связать. Но у меня это были просто лицевые петли, которые как бы подворачиваются в жгутик такой. Дальше вы распределяете обязательно на 30 и 20 петель, это для ростка. Ставите маркеры вот здесь. Сзади вы начинаете, со спинки вы начинаете вязать росток поворотными рядами. И будьте аккуратны, ну, как бы как вязать поворотными рядами, чтобы не было дырочек. Немножко позже я показываю, как вот делать эти перетяжечки на петлях. Кто не знает, девочки, кто начинает только вязать, пожалуйста, смотрите. Но, в принципе, опытные вязальщицы знают, как вязать обычный росток. Здесь классические поворотными рядами все связано. Самое обычное распределение по 5 петель, ничего сложного. То есть 120 петель начала у нас, ну, как бы с этого мы начинаем. Главное, определите себе, ну, разделите, вот, что у вас по 20 петель идет на рукава по реглану, и по 40 петель идет вперед и зад. Также по 2 петли я выделила полностью на саму регланную линию. То есть 2 петли, которые лицевые, идут как, ну, ну, можно так сказать, отделяют сам реглан. Вот. Также, получается, есть первые 3 полосочки как бы в начале до ластовицы. Вот. И вот как определить, вот вы видите, что от начала до первой полосочки у меня, вот вы можете на схеме посмотреть, это 60 рядов по переду. То есть вы можете себя перепроверить.
пересчитать. По спинке там немножко больше, по-моему, 76 рядов, ну, вот в схеме написано. Собственно говоря, вот этот размер, он получается, исходя, когда вы провязали ну, все поворотные ряды в ростке. Вот. Не забудьте, что на схеме у меня там, внимательно почитайте, я вначале вяжу, добавляю в каждом втором ряду, а потом через каждый третий ряд, в каждом третьем ряду, точнее. Но, опять-таки, это на мое усмотрение было сделано, чтобы удлинить линию реглана. Также по поводу ростка вы можете добавить больше поворотных рядов. У меня всего лишь 7 поворотов в ростке. По 5 петель я как бы не доходила и каждый раз поворачивала. И по поводу ластовицы. Я не вязала ластовицу. То есть реглан я заканчивала так, что ну, я по кругу связала вот 3 полоски у меня получилось белые. И после этого я остановилась и распределила просто отдельно наперед по кругу с тулупом, на тулуп и на рукава. Вот, но здесь для меня было просто главное попасть, чтобы полосочки совпадали, да, и оставался низ, дальше уже как бы, ну, вы вяжете столько, сколько вам надо на рукав и по туловищу. Вот. Но все-таки я рекомендую, во-первых, я рекомендую точно связать, что вот эта длина совпадала, длина по туловищу совпадала с длиной рукава, ну, с длиной манжета, да, то есть вы, конечно, сами можете варьировать вот эту длину, вот, но учтите, если вы поменяете длину, у вас, ну, вы на более высокий рост, что ли, да, вяжете, то учтите это, или на более короткий. И у меня очень узенькие манжеты, вот, то есть у меня узкое запястье, и поэтому тоже посмотрите, пожалуйста, возможно, вам надо немножечко раньше закончить. У меня 30 рядов идет ну, как бы вот этих, где я сокращаю вот этот перед манжетом, сокращений. Возможно, вам надо сократить немножечко раньше, и ну, закончить немножко раньше, шире сделать сам манжет. Вот, то есть если у вас немножко полнее рука, то ну, вот этот момент учтите, пожалуйста. Вот, но мне это нравилось, потому что я хотела в обтяжечку, чтобы оно так, ну, на фотографиях там будет видно, как на мне. И я заканчивала просто резиночкой. Вот. Плотность вязания у меня указана будет в схеме, по-моему, там в 10 сантиметрах у меня 30 петель и 40 рядов получилось. Но я рекомендую сделать плотность вязания чуть-чуть свободнее. Все-таки взять не, ну, хотя бы тройка или 3, даже 3,25 взять спицы. Все указания, все размеры будут ну, внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь. И смотрите дальше, как вязать вот эти манжетики. Я даю 2 схемы. Вот, как можно вот делать вот эти сокращения, там 2 способа просто будут, точнее не 2 схемы, я даю 2 способа. Вот, посмотрите, и также показываю, как горловину вязать. Так, девочки, смотрите, показываю, как вязать росток. В принципе, эту схему можно применить вообще к любому свитеру, но, допустим, если у вас совпадает 120 петель, и вы начинаете любой свитер сверху, то, пожалуйста, используйте этот момент и в других изделиях. Значит, у меня сейчас набрано количество петель определенное. Что мы делаем? Как замкнуть ряд? Нам надо просто первую петлю протянуть через последнюю. Вот таким способом мы просто протягиваем эту петельку. Хвостиком, там хвостик, который у меня остался, вы просто подтягиваете последнюю петлю. Дальше вы его аккуратненько спрячете уже в вязании, и, ну, и не видно будет этого хвостика, подрежете все аккуратненько. То есть не переживайте за это. И дальше просто мы начинаем вязать лицевыми петлями вот эти первые 8 рядов, которые потом превратятся в такой милый, будут закручиваться в такой милый, как рулик, назовем это так. Вот. Вот сейчас я провяжу какое-то количество, чтобы вам показать, и дальше встречаемся. Вот смотрите, девочки, я провязала пару рядов, у вас это будет 8 рядов провязанных, и дальше вам надо разделить на регланы, обязательно поставьте маркеры на реглан, который идет по спинке, и на реглан, который идет по переду.
И также обязательно поставьте 30 петель. Вот я сейчас поставила маркеры по переду, где поворотные ряды, и 20 петель, вот у меня желтенькие маркеры по спинке. И с этого момента, когда вот мы дошли до одного из маркеров, нам надо повернуть и сделать первый поворотный ряд. Смотрите, как мы делаем петлю, чтобы у нее не было дырочки. Мы ее вот таким образом затягиваем. И у нас как две ножки оказывается ну, на самой спице. Дальше мы, так как это поворотный ряд, у нас обычный изнаночный ряд, мы вяжем изнаночные петли. Вяжем вот эти 20 петель первых до следующего маркера. Сейчас я провяжу буквально еще 2 петельки. Вот, смотрите, вот у меня как раз маркер висит. И теперь нам надо вернуться, повернуть наше полотно вязания. Опять переснимаем уже эту первую петлю. И теперь нам ее тоже надо перекрутить. Смотрите, вот так мы раз и наперед эту ниточку, и у нас 2 ножки появились на спице. То есть давайте еще раз покажу. То есть так раз наперед и затянули. И 2 ножки оказались. Руками поддерживаем ее. Тут надо немножко подтягивать. И потом раз и начинаем уже вязать первую лицевую петлю. Дальше мы провязываем наших 20 петель, которые мы уже провязали. И у нас там будет наша как раз петля, которая уже была вот такая с 2 ножками. Давайте я покажу, как ее надо провязать. Вот, смотрите, вот она такая перекрученная наша петля. Давайте, вот видите, как я протягиваю спицу? Вот так аккуратненько вытягиваем ниточку. Через 2 вот эти ножки получается. Все, и когда мы вот так подтягиваем, мы видим одну петелечку в ряд, петелька над петелькой. Все нормально у нас получилось. И дальше продолжаем. Следующие 5 петель уже у нас пошли. После 20 у нас надо провязать первые 5 петель. После чего мы опять поворачиваемся и идем назад. Аналогичная ситуация. Здесь мы таким же образом перетягиваем, вот как будто бы накидываем, затягиваем, что ли, эту петельку. И опять пошли назад обычные изнаночные петли. То есть таким способом мы провязываем каждый раз на 5 петель больше. То есть у нас, вот мы сейчас дойдем опять до нашей поворотной перекрученной такой петельки. Вот я дошла до нее, но только с изнаночной уже стороны. Да? Смотрите, мы сзади через 2 вот эти петли, через 2 вот эти ножки протягиваем спицу и захватываем спереди ниточку. И вот таким образом вяжем изнаночную петельку. Здесь она у нас, ну, с лица, она у нас, естественно, лицевая. И дальше нам надо провязать еще 5 петель для того, чтобы потом развернуться и пойти опять поворотными рядами. Ну и таким образом вот мы повторяем каждый раз наши поворотные ряды, и таким образом создаем росток. Вот еще раз я показываю, как я перетягиваю эту ниточку. Не боимся, поддерживаем просто руками первую эту петлю, а потом, ну, как бы вот эти 2 ножки у нас на спицы. Дальше идем. И давайте я покажу, как вяжется реглан. Как вот мы должны дойти до первой линии, первого маркера по спинке, где у нас есть реглан. И я бы хотела показать, как мы добавляем петли на реглане. Вот, смотрите, мы, в общем-то, уже провязали обычную петлю там, где у нас была поворотная провязана. И очень красиво выглядит, нету никакой дырочки. И здесь тоже у нас тоже нет никакой дырочки. Все прекрасно. Даже не видно, где это. Вот. То есть доходим каждый раз, добавляем по 5 петель каждый раз и возвращаемся. И здесь аналогично. Вот здесь у нас наша поворотная петля. Сейчас я дойду еще 5 петель. И это будет у нас, собственно говоря, как раз уже я покажу, где там реглан. То
То есть не забудьте, главное, поставьте вот эти маркеры, потому что тогда запутаетесь, на каком моменте, до какого момента доходить. Ну, с изнанки тоже красиво выглядит очень. Так, смотрите, оранжевый маркер — это мы дошли до реглана, первого реглана. Что нам нужно сделать? Мы не забываем, что отсоединяем 2 петли, они будут центровые, а перед этим мы делаем просто, ну вот, протяжку просто накидываем таким способом. И провязываем лицевую петлю таким образом, чтобы у нас из протяжки образовался наклон направо. Теперь мы сзади подхватываем и одеваем эту протяжку на спицу, провязываем лицевую петлю, чтобы из протяжки у нас, ну, как бы получился наклон налево. Давайте еще раз внимательно я покажу. В данном случае мне надо было провязать еще одну петлю. Эта петля у нас является нашей поворотной. Мы ее затягиваем, не забываем об этом. Возвращаемся назад, провязываем нашу новую петлю, 2 петли реглана и опять нашу новую петлю. И давайте я сейчас просто покажу, что у нас получается. Вот смотрите, если внимательно присмотреться, у нас есть 2 центральные петли, и есть вот такие с наклоном петелечки, это были наши протяжечки, которые мы одели. Одна смотрит направо, другая смотрит налево. То есть они будут такой елочкой идти по реглану. В принципе, ничего сложного, просто повторяйте за мной. Итак, рукав, или точнее манжет в свитере — один из способов. В данном случае вот у меня уже один рукав провязан, у меня еще маркеры стоят, и как раз ниточки я еще не обрезала. Вот так выглядит само изделие, сам манжетик. В принципе, вот у меня достаточно узкий сам манжет, будьте внимательны, возможно, вам немножко шире надо будет его сделать, да, то есть у кого узкое, ну, запястье, тому подойдет. Вот, то есть регулируйте этот момент. Вот, у меня как бы ушло 30 рядов, сокращала я в каждом ряду в этом манжете, да, поэтому, возможно, сократите просто чуть меньше, сократите 20 рядов, к примеру, 20 раз, и тогда будет все шире. Но нитка очень хорошая, эластичная, как бы, и плюс это обычная резинка 1 на 1, она, ну, мне кажется, будет очень хорошо фиксирована, сидеть на руке. Вот, хорошо. Давайте, в общем, я покажу, как вяжется такой манжет, такое сокращение, кому подходит именно такой рисунок. Вот у меня как раз рукав, где я закончила вязать уже сам рисунок. Вот у меня середина, маркеры стоят, это середина. И провязан первый ряд просто синий лицевыми петлями. Вот. Теперь будем вязать манжет. Кроме центрального маркера обязательно отсчитайте 9 петель вправо и 9 петель влево и поставьте тоже маркер. Начинаем вязать резинку. То есть не переживайте, там у меня петелечка, ниточку надо подтягивать, надо потом ее зафиксировать. Начинаем вязать резинку 1 на 1. С середины, как у нас шла смена вот нитки, так мы и, собственно говоря, продолжаем вязать. Вот. Будьте внимательны, потому что нам надо вязать лицевую петлю там, где 4 было петли светлые, и изнаночную петлю там, где были 2 петли всего лишь светлые. Вот там, где у нас маркер, видите, я дошла до маркера, и теперь мне надо провязать первые 2 петли вместе. Но нам надо, чтобы лицевая петля оказалась на изнаночной сверху, поэтому я беру за вторую петлю и вот таким способом провязываю 2 вместе. Дальше мы смотрим, что у нас 2 петли были светлые. Это значит, у нас изнанка должна быть, изнаночная петля. И вот мы ее провязываем. Дальше у нас 4 петли были светлые. Значит, мы провязываем лицевую. И вот таким образом вы дальше вяжете целый ряд. Изнаночная, лицевая. Давайте я довяжу до конца и покажу, как дальше дойду до маркера. Вот, смотрите, я довязала до маркера. Я не дошла 2 петли, и теперь нам надо, чтобы вторая петля
вот эта вот петля оказалась сверху, но только нам надо переставить, чтобы они стояли правильно, и таким вот образом сделать, провязать 2 вместе. Собственно говоря, по ходу движения. У нас получается сокращение по ходу движения. И неважно то, что мы провязали ее лицевой, теперь мы все равно провязываем лицевой. По той причине, потому что у нас, то, что я говорила, там, где у нас 4 петли светлые, там у нас лицевая петля обязательно. Давайте я довяжу сейчас до конца, до маркера, и еще раз покажу. Теперь уже у нас это будет 3-й ряд. Потому что не забываем, что первый ряд у нас был просто провязан лицевыми петлями, второй ряд мы провязали, это был первый ряд резинки. И дальше у нас идет 3-й ряд, ну, на котором я сейчас покажу дальнейшее сокращение, потому что сокращаем мы в каждом ряду. Перепроверяйте себя, вот смотрите, чтобы у вас обязательно было там, где лицевая, это там, где 4 петли светлой нити, и изнаночная там, где 2 петли всего лишь светлой нити. Вот, наши провязанные 2 петли вместе. Теперь надо переставить, чтобы они стояли в нужном направлении, и чтобы дальняя петля, которая изнаночная, оказалась сверху. И мы провязываем обычной лицевой петлей ее. А дальше у нас опять лицевая петля, потому что у нас был столбик так шел. То есть она лицевая, а следующая изнаночная. И я довяжу до конца и покажу, как вяжется. Смотрите, я провязала до конца, до следующего маркера. И теперь нам надо, чтобы вот эта петля, вон наши 2 вместе, но надо, чтобы вот петля, которая предыдущая, да, вот как бы до которой мы дошли, оказалась сверху. Поэтому мы переставили их и провязали 2 вместе, так, чтобы она наложилась. И дальше мы вяжем, смотрите, опять лицевую, потом изнаночную, ну и потом пошло по раппорту, да, как идет по раппорту. Одна лицевая, одна изнаночная. То есть я провязываю наш вот этот вот красивое такое отделение, вот эту полоску. Давайте я довяжу до конца и еще раз покажу, как мы сокращаем. Потому что у нас чередуется постоянно, то у нас мы попадаем на лицевую, то мы попадаем на изнаночную. И за счет этого как бы происходит, что, ну, иногда вроде как бы логично, что мы провязали лицевой. Вот смотрите, у нас везде, там, где стоит маркер, у нас всегда лицевая должна быть. Теперь у нас наше сокращение. Ой, то, что упало, не страшно. Сейчас мы быстренько провяжем опять. Так, вот, смотрите, вот наши 2 петельки вместе было до этого. И теперь нам надо, чтобы дальняя петля оказалась сверху. Смотрим, как они стоят. Стоят они правильно, не перекрученные. Поэтому мы просто захватываем за дальнюю петлю через вторую и провязываем 2 вместе обычной лицевой. Теперь смотрим, что у нас дальше стоит. Теперь у нас изнаночная. Мы ее провязываем изнаночной. Изнаночная, потом лицевая. И пошли по кругу. То есть мы смотрим, что независимо от того, как у нас получается по раппорту, но 2 вместе мы всегда вяжем лицевой. Вот, смотрите, я сейчас дойду еще раз до этого маркера и опять покажу вам. Ну, даже я, наверное, немножко больше провяжу и покажу, что получилось. Просто перепроверьте себя всегда. Вот, смотрите, я провязала ряд. Вот у нас я не дошла 2 петли. Смотрим, как они стоят. Вот одна и вторая стоят не в том направлении. Мы их переставляем, чтобы они, вот ножки были не перекрученные. И вяжем по ходу движения, так, чтобы дальняя петля оказалась сверху. И потом резинка 1 на 1. И тоже смотрим, с чего мы начинаем. Если у нас до этого была лицевая, значит начинаем с лицевой. Смотрите, я какое-то количество уже провязала. И вот получается наши вот эти сокращения в каждом ряду. В принципе, мне уже немножко тяжело становится вязать на круговых таких. Надо переходить на обычные отдельные чулочные, которые идут 4 штуки, ну и 5 вязать. Сейчас еще постараюсь ближе вам показать. На темном просто очень плохо фокусируется.
Ну вот с таким наклоном, с такими как бы получается, ну, такими захлестиками, да, я не знаю, жгутиками, вот с находом петельки получается вот такое сокращение, такой манжетик. Смотрите, я какое-то количество уже провязала. Все, теперь мне надо переходить на обычный манжет без сокращения. Ну, вот так вот он получается. Он еще, конечно, постирается, будет красивее смотреться. Вот таких 15 лицевых рядов у меня, петель, которых я сократила. То есть 30 рядов всего в сокращении. Поэтому, когда вы дойдете до конца, там дальше уже вяжете просто манжет. Но это был один из способов. А вот это второй способ. Я специально на другом образце провязала, когда у вас есть вот такая, ну это или косичка, или назовем колосок, наверное, назовем это лучше, когда сокращения четко идут в колосок, без нахлеста. Можно таким способом тоже сокращать, он тоже очень красиво получается. Это, ну, обычная резинка 1 на 1. Она у меня, конечно, немножко такая, как я ее называю, пьяная вишня, подгулявшая. Но ничего, для образца вам главное понять, как сейчас сокращать. Вот. Смотрите, для того, чтобы сделать, чтобы этот колосок появился, вам надо, чтобы дальняя петля всегда была сверху. Вот, чтобы вот эта петля была всегда сверху. Поэтому смотрите, как стоят петли. Смотрите, чтобы они были не перекрученными. И делайте, в данном случае вот она у меня перекрученная, поэтому мне надо ее вот так вот повернуть по направлению вязания и сделать, захватить за нее и вот так вот две вместе провязать, чтобы получилось вот направление, чтобы она лежала сверху. Дальше у нас обязательно идет сразу изнаночная, а потом лицевая. Вот здесь это всегда будет совпадать. Вот. То есть они всегда будут формировать край вот этого рисунка, вот этих 10 лицевых столбиков, да, то есть в резинке 1 на 1. Ну, то есть эти 19 петель вы провязали, или 10 столбиков, вот он 10, и он должен лежать сверху. Смотрите, как стоит следующая петля. Следующая петля у меня стоит неправильно, я ее переставляю. Она изнаночная. Потом я провязываю их две вместе, так, чтобы получилось, что она лежит, вот этот колосок лежит сверху. Все, дальше уже вяжу по рисунку, что там у нас идет, или лицевая, или изнаночная. В зависимости от ряда это будет меняться. Вот, и смотрите, как хорошо получается. То есть свяжите просто лучше меня. В данном случае на образце это не самый лучший вариант. Но главное, чтобы вы поняли, и я уверена, что у вас выйдет в 10 раз лучше. Будет все аккуратненько, красивенько и просто супер. То есть теперь вы знаете, у вас есть два способа, как вязать. Есть с красивой косичкой, и есть вот с такими как бы нахлестиками. Такой получается односторонний жгутик, как бы односторонний колосок, что ли. Вот. Но учтите, что вот этот колосок, он всегда это изнаночная петля. Ну, точнее, мы ее вяжем как лицевую, но на самом деле, вот когда вы выйдете потом на манжет, он, вот если внимательно посмотреть, у вас обязательно должен он образоваться. Вот, видите, мы заканчиваем вот этот треугольничек, и это изнаночная потом петля. Вот. Опять-таки, вот у нас последний колосок резиночка, да, а потом он тоже получается следующая изнаночная петля. В принципе, получается хорошо так тоже. Мне очень нравится этот вариант тоже. Два варианта имеют право на жизнь. Выбирайте, какой вам просто больше нравится.